Вот такой вот ивент должен был быть в честь дня рождения игры, но в игру он не попал и был вырезан. В честь дня рождения игры сегодня мы вспомним, что произошло с нашей любимой игрой за эти 10 лет. Ну а я Сайван и буду вас вести по всей хронологии игры за это время. Кстати, в моем ТГ-канале проходит розыгрыш на копию игры Undertale, поэтому участвуйте. Если будет большая активность, то еще парочку копий раздам. Ну а мы переходим к видео. Начну со своей истории знакомства. Впервые я что-то услышал о игре в году 15 или же начале 16 года. Я лишь тогда слышал о таком персонаже, как Санс, но откуда он взялся, я в душе не чаял. В 2017 году я наткнулся на прохождение от Винди 31. Думаю, многие познакомились с игрой через его прохождение, но мне тогда игра не очень зашла, и я забросил просмотр на этапе выхода из руин. В 2018 году произошел культурный шок для меня от этой игры. Я вернулся к просмотру прохождения и угорел по игре по полной. Я еще не знал, что просто буду угорать по Undertale. Я начал поглощать много фанатского контента по этой игре. И если вы хотите посмотреть прохождение за разные концовки, то от меня вас ждут полные прохождения на моем втором канале. А также будет небольшое секретное прохождение после выхода этого видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а я продолжу. Я, как человек, у которого был только телефон, сам захотел поиграть на телефоне. Благо, существовал порт игры с русским переводом. Помню, как я мучился с установкой управления для игры. Сейчас я знаю, что с этим все проще. Я даже в то время снимал прохождение, которое никто не смотрел, так как у меня лица не было, хотя будто бы оно сейчас есть. Я очень люблю сообщество Undertale, ведь по иронии судьбы, два моих самых популярных видео на этом канале это именно видео по Undertale. Одно это фан-песня, которую я скоммунизил у зарубежного ютубера, в котором я лишь изменил на свой ужасный видеоряд, созданный во Флипа-клип, под которым мне даже писали, что я его украл, будто бы я не знал об этом. А второе это прохождение пацифиста без комментариев, где я за стрим прошел всю игру. И поначалу даже не было особо просмотров, но потом оно начало резко собирать много просмотров и продолжает до сих пор. И из-за того, что там не был представлен весь контент, я и сделал сейчас ремейк этого прохождения. Поэтому смотреть бегом быстро. Кстати, интересно, есть ли кто-то сейчас, кто смотрит меня с тех прохождений? Если да, то отпишитесь под комментариями. Ну а концовок в самой игре около 39. 4 пацифиста, 2 геноцида и остальные нейтральные. Сам я прошел 5 раз пацифиста, 2 раза геноцид. Когда я еще снимал никому не нужное прохождение, я проходил геноцид. Но я еле как прошел Undyne Бессмертную, хотя сейчас она со второй попытки у меня легла. Конечно, сыграл тот фактор, что я играл на телефоне, ну да ладно. И лишь Сан стал для меня преградой, из-за которой я забросил прохождение. А потом я для себя на ПК прошел. И сейчас на запись. И наконец, один нейтрал, если не учитывать нейтрала, когда идешь на истинного пацифиста. Теперь стоит поговорить о контенте от сообщества игры. Первое, что хотелось упомянуть, это фан-игры по Undertale. И первая еще появилась за 4 года до выхода самой игры. И это... Да, Тоби Фокс задумывал ее еще в 2011 году, когда изучал массивы. Но по всей видимости в тот год он не все мог реализовать и только учился. И только в 2018 году вышла первая глава. Поэтому для меня было невероятное количество контента по Undertale. Но первая модификация спустя 11 дней после выхода игры была игра про Азриэля. Сильно много не могу про нее что-то сказать, но знаю, что она была заброшена. Из многих известных модов могу упомянуть сражение с Папайрусом, где Санс вступился за Папайруса, и в комнате суда вместо Санса у нас Папайрус, который верит, что в человеке осталось что-то человечное. Данный мод основан на фанатской анимации, поэтому геймплей не особо взрачный в моде. Также есть Bad Trio, где разные персонажи из разных фан-вселенных борются с нами. Классно то, что самый сложный геймплей и классный музон там. Также моды, которые похожи на Undertale по структуре прохождения, это тот же Under Yellow, который релизнулся в 23 году. И
по всей видимости, повествует историю об желтой душе. Я с 2021 года перестал как-то следить особо за Undertale, поэтому игра прошла мимо меня. Довольно популярный еще Underswap, где все наоборот. Horror Tale и многие другие, которые так или иначе рассказывают историю о душах и альтернативных персонажах вселенных. Ведь люди после прохождения подсаживаются на иглу, где только фан вселенной могут загладить их боль после прохождения. Я бы посоветовал это просто пережить или же поиграть в игры, на которые опирался Тоби при создании игры, а именно Mother или же Earthbound. Эта серия игр сильно повлияла на Тоби при создании Undertale, где можно много найти отсылок на эту серию игр. Как по мне, самый лучший Санс — это Санис, который просто превращает битву в смех и умору. И Инк Санс, который так или иначе связывает все вселенные между собой. И еще там классный музон. Самое главное достояние Undertale — это, разумеется, Мегалования, которая была создана Тоби для модификации Earthbound и перешла в сам Undertale. И в какой-то мере этот трек стал официальным, когда Тоби победил Сакурая в Смэше, и тем самым костюм Санса появился вместе с треком в Смэше. Тем самым обратно попал в игру от Nintendo. Теперь поговорим о музыке. Сам Тоби — композитор по профессии, но это его не остановило, чтобы создать игру. Поэтому будьте такими же целеустремленными, как Тоби. Его музыка великолепна. Он из одного трека может создать несколько. Вы наверняка замечали, что в разных темах боев используется похожий мотив. Это оно и есть. А что насчет фанатского творчества, это определенно шедевр. Самые популярные треки собрали в раз 20 больше, чем у трейлера игры, а трейлер игры в районе 5 миллионов. Самый популярный — это «Сильнее, чем ты» Stronger Than You, где на оригинале почти 100 миллионов просмотров. Если кто не знает, эта песня была изначально взята из финала первого сезона вселенной Стивена, где пелось, что гранат сильнее, чем противник, с которым они тогда сражались. В этом самом клипе про битву Чары с Сансом используется кем-то созданная 8-битная версия этой песни. И автор решил у кого-то скоммуниздить, а тот у кого-то другого и так дальше. Круговорот воровства в природе среди фэндома. Но это превратилось в игру слов, ведь слов — это не любовь, а акроним, который расшифровывается как уровень резни, у которой аббревиатура УРЭ. К сожалению, в переводе на русский данный прикол потерялся и остался только просто УРЭ. Много есть анимаций и песен, основанных на этом клипе. Один из классных клипов получил ремейк To The Bone, он полностью оригинальный. Довольно мемная песня на свое время была. Мне нравится также и версия, где Папарис постоянно твердит а Санс постоянно ходит. Легендарный Hard Drive, который даже вышел за рамки игры и очень хорошо сохранился на текущий день. Я вам настоятельно рекомендую найти и послушать какие-нибудь авторские песни и ремиксы. Ведь даже официальных песен по Undertale, где Тоби подтвердил какие-то, или фан-мерч, который продается на Фангеймер, обязательно советую найти где-то и послушать. Из фанатской годноты там могу посоветовать переводы у гусей и их гоблинские версии. Я считаю, это реально шедевры на века. Ну а теперь настало время хорошо провести время и расслабить наши косточки. А именно анимации, комиксы и тому подобное. Один из моих любимых сериалов был это Glitch Tale. В этом сериале первый сезон проходит в подземелье и использует такие же темы по типу битва Чары с Сансом. Но он такой проходяк на самом деле. А второй сезон — это реально интересная штука. Куча драмы, интереснейших и захватывающих файтов, где очень много уникальных атак и продуманных персонажей. Как я увидел, финальная серия вышла 3 года назад, а я точно смотрел 8-ю серию, и она как-то не очень закончилась. По всей видимости, реально 9-я серия уже была финалом. Но я ее не дождался, потому что очень долго ждать было все это дело.
Самое смешное, что третий сезон начал выходить до того, как закончился второй. И это должна быть была предыстория до первого сезона. Но автор решил сделать всех персонажей самостоятельными и не связывать его как-либо с Глич Тейлом. То есть второй сезон это финал вообще всего Глич Тейла. Поэтому могу смело рекомендовать сейчас для просмотра. Вы наверняка кучу озвучек смените, пока будете смотреть его. Еще воистину легендарный сериал это реалистичный Undertale. Я когда дошел до последней серии, оказывается он был не завершен. Надо было еще плюсом озвучку ждать. Но в конце 2018 года вышла последняя серия, и это была абсолютно синема. Неадекват Рекордс, я считаю, превзошли своей озвучкой оригинал. Тупой юмор, конечно, там был своеобразный, но там забавные моменты были с браткой, и в принципе, ну, можно посмотреть, если вас не стошнит, конечно же. У сеньора Пелла выходила своя анимация, где было все гиперболизировано и постоянно с громкими звуками. Спасибо Даби Крабику за ту озвучку. Обязательно посмотрите. И, наверное, главный мастодонт среди озвучки комиксов и анимации — Твой чай, или же бывший Чай ТВ. Как я недавно узнал, он промышляет PDF-файлингом. Теперь у меня сложился пазл, что за оправдание были 10 месяцев назад. Смешно то, что выперли его из его же организации по фан-встреч по Undertale и Дельтаруну, который же он сам и основал. Но вы не должны так поступать. Я основал эту компанию. Правда, он там до сих пор появляется. Но мы здесь не за конфликтами, а за его творчество. Мой любимый был про пьяного Чара. Также могу выделить различные Аски, подросток Азриэль, или какие же либо, которые продолжают как-то историю или по фан-вселенным. Но много было какого-то калуса со средневековьем. Я не понимал, как это смотреть и дропал же сразу. Но большое ему спасибо за то, что познакомил меня с комиксом «Мой парень зомби». Реально охрененный комикс. Советую посмотреть. Единственная проблема в том, что больше нет новых видео, поэтому придется вам читать оригинал на английском самостоятельно. Ну, хотя бы так. Сейчас Игорь Чай исчез со всех каналов. То ли ему никто не помогает, то ли он выгорел, то ли из-за PDF. Последний раз из озвучки что-то выходило 9 месяцев назад, а стримил он 4 месяца назад на стримерском канале. И более на ютубе я его не видел. Из классного сериала напоследок выделили пьяный Undertale. Во всей видимости, все должно заканчиваться пьянкой. Очень интересно по концепции «что если». Автор очень креативно делал все эти слайд-шоу, правда, все сводилось к пьянке почти всегда. Советую, если вы хотите узнать, что могла делать та или иная вещь, если Тоби ее реализовал. Ну еще, разумеется, чтобы набухаться. А куча интересных фактов и теорий можно было узнать у Тришки Бум. Делала она довольно хайповые видосы с теориями, факты и тому подобное. Дельтарон она особо не любит, а видосы делает редко. Наверное, уже идея подходит к концу, или она очень ленивый человек. Я бы мог все дальше перечислять, но за эти 10 лет было создано очень много фанатского творчества. Даже сам Тоби испугался всего этого наплыва. Существует много качественных треков, много годной анимации, качественных модов. Но все же я хотел рассказать, какой контент когда-то потреблял я, и что было из этого крутым в сообществе. За столько лет я перенасытился контентом по подземелью. Но все же я хочу сыграть еще в 3 и 4 главы Дельтарун, когда выйдет русификатор. По контенту я в целом сейчас ничего не употребляю, только может изредка какие-то новые анимации, как у Вандернопа, и треков мемов по типу Еду по шоссе прям после пивка. Из модов разве что интересен Undertale Plus, где собраны различные модификации и улучшения. Я бы и разобрал какие-нибудь комиксы, но это заняло бы слишком много времени. Несомненно, хочется пересмотреть весь контент, о котором я говорил. Но этот контент я смотрел около 5 лет назад и более. Я боюсь представить, какой пиздец меня ждет, если я захочу его пересмотреть. Да и кажется, что я банально вырос из какого-то контента. А какой-то я, может, смотрел, чтобы утихомирить ту часть души, которая хотела еще что-то по Undertale. Сейчас стоит ждать только Дельту и не более.
Я боюсь представить, насколько большой она будет, когда выйдут все главы. Может, нам раскроют все секреты, которые были высказаны в Undertale. И нам наконец скажут, что Мистери Мэн Гастер или фигура Белый Гастер. А может, та машина в лаборатории Сансета Гастер. А может, я Гастер? Я столько лет мечтаю об этой коллекционке, но то сначала денег нет, то хрен где найдешь зарубежную карту, чтобы оплатить весь этот заказ. Надеюсь, я себе когда-нибудь в будущем смогу ее купить. На этом видос подходит к концу. Спасибо, что смотрели, ведь я хотел как-то высказаться об этой игре, чтобы хоть кто-то посмотрел, что я думал за все эти годы. Ведь, как и для вас, она многое значит для всех нас. И, наконец, не забывайте про конкурс в ТГ-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и поставьте лайк, ведь это реально помогает для продвижения видоса. Также вы можете мне помочь улучшить мою работу, подписавшись на Бусти. Ну а с вами был я, Сайвен, и всем спокойной ночи. Do it, do I do, and ready, I do,